книга 15. Тао. Путь Вознесения. Манифестация грезы. Каким образом восходящий захватывает грезу, которую желает проживать? Прежде чем стать физическими, грезы спускаются по 7 планам реальности. Грезы — это голографические кинофильмы, которые сначала должны быть придуманы и представлены, а далее переданы к Солнцу. Затем, Солнце возвращает желанную грезу на первый из 7 планов манифестации. Можно рассмотреть проецирование на первом плане и сделать изменения или редактирование, как вы того желаете. И когда вы продолжаете выражать намерение для грезы, она переходит на следующий план, по вибрации, расположенной ближе к физическому. Здесь можно снова просматривать грезу, вносить изменения, выражать намерение для этого, и тогда она понизится до следующего плана манифестации. Когда же греза дойдет до последнего плана, расположенного по вибрации перед физическим, у вас будет последняя возможность внести изменения, и после этого греза становится физической, и вы живете, чтобы испытать ее сценарий в настоящем времени. При 2 единицах ДНК требуется около 8 лет, чтобы притягивать любую отдельно взятую грезу по каждому из 7 планов манифестации, пока она не произойдет на физическом плане. Именно поэтому люди часто испытывают жизненные перемены в 6-8-летних циклах, поскольку все это было 6-8 лет назад, когда каждый передал намерение к Солнцу. Восходящее, достигающее в вибрации 1024 уровня посвящений, притянут грезу по 7 планам манифестации за 3-летний период вместо 6-8 лет. Причина этого в том, что, чем больше энергии каждый имеет в наличии, тем быстрее может произойти процесс манифестации, и у каждого с 1024 единицами есть гораздо больше доступного энергетического потенциала, чем при 2 единицах ДНК. Для тех, кто достигает вибрации 3000 единиц, греза пройдет по всем 7 планам манифестации за 12 месяцев, или меньше. Для тех, кто с 6000 единиц, и достиг вибрации уровня бодхисаттвы, грезы проявятся менее чем за 6 месяцев. Ну а для тех, кто продолжает продвигаться дальше этого уровня, манифестация грез происходит еще быстрее. По этой причине, пристальное внимание к своей грезе, и работа над ней, далее становятся все более и более первостепенными, с тем, чтобы возноситься, и не допускать манифестации кармического искажения. 7 планов манифестации поддержаны в собственном поле, благодаря большим чакрам, создающим поле мировой величины. После того, как имело место полное владение посвящением 3000, у каждого человека имеются собственные планы манифестации в рамках собственного поля. Можно также вести перекрестную проверку, выстроены ли планы в пределах поля должным образом, или же они были каким-либо образом повреждены. Иногда, во время кармических ударов между сторонами, планы манифестации подвергаются разрушению. Нередко, когда греза была передана с собственных планов манифестации другому, собственные планы подверглись искажению, или расколу. Намерение заново ткать свои планы манифестации, когда карма высвобождается, достаточно, чтобы восстанавливать планы манифестации такими, чтобы они могли должным образом удерживать грезу, которую вы стремитесь манифестировать достаточно страстно, чтобы адресовать ее на физический план. Ангелы, связанные с вашим вознесением, управляют повторным тканием вашего поля. Душа руководит ангелами, чтобы управлять полем, и заново ткать энергетическую решетку, эфирное тело, тонкие тела, чакры, и тело света, в соответствии с предписаниями восходящей генетической светокопии. Человеческое сознание может руководить душами, ведущими вознесение, с тем, чтобы направлять действия ангелов через сознательные намерения.
Иногда может случаться так, что в кармическом столкновении восходящий человек фактически теряет свою руководящую вознесением душу, или ангелов. Если такое случилось, то вы опять-таки можете просматривать, отслеживать их наличие или отсутствие, или ясновидением, или внутренним тестом, или маятником. В таком случае, можно высвобождать карму с человеком, стоящим в причине, а затем восстанавливать душу и ангелов. В том случае, когда изо дня в день не удается заново ткать поле, или планы манифестации, даже если вы выражаете к этому намерение, это сильный знак того, что имела место утрата смотрящих за вашим восхождением душ, или ангелов. Если кто-то в течение длительного промежутка времени лишен руководящей восхождением души и ангелов, то он начнет в своем вознесении откатываться назад, так как больше нет никакой наблюдающей за полем, сознательной нефизической силы. Поэтому, ежедневная проверка присутствия вашей души и ангелов, руководящих вашим вознесением, является важной практикой вознесения. К тому же это учит посвященных сознательно управлять своим восхождением с физического плана. Восходящему человеку нет надобности испытывать искажения. В целях предотвращения искажения манифестации, можно выражать намерение очищать карму, сжигая бессознательные соглашения, и прощая давние наследственные события, или передающиеся по роду болезненные переживания в связи с теми или иными обстоятельствами, аннулируя манифестацию кармического обстоятельства на физическом плане. Научитесь внимательно прослеживать сходящую на физический план грезу, и избегать любого потенциального искажения. Не следует дожидаться, когда искаженная манифестация развернется на физике, а вовремя устремляется высвобождать, или возвращать карму, и трансмутировать мыслеформу. В процессе вознесения это требует особой концентрации, ибо необходимо вовремя осознавать сходящие на физический план потенциальные проблемы, и вместо того, чтобы позволять им манифестироваться, заранее их преодолевать. Для Земли, как согласованной реальности, дело обстоит точно так же. Земля хочет выйти за пределы любого потенциального искажения, которое могло бы привести к неудавшейся возможности будущего вознесения. Поэтому, в 2001 году, Земля концентрировалась на карме войн, когда неясно вырисовывалась потенциальная война, которая могла бы произойти, приводя к мировой войне и ядерному уничтожению. В 2002 году, Земля, и каждый сознательный и чувствующий вид, концентрировались на карме болезни. В 2003 году, Земля сосредотачивалась на уравновешивании мужского и женского потока энергии. Это должно было отвести потенциальную болезнь, или распад, который в противном случае имел бы место в непрерывном мировом вознесении Земли, а также подготовиться к возгоранию пламени Божественного Союза, в мировой сердечной чакре. Пламя Божественного Союза было снова зажжено на Земле. Как только карма была высвобождена, появилась возможность вновь зажечь пламя, которое обеспечивает не только новый огонь и поток энергии кундалини, соединяющий Землю с великим центральным Солнцем, но также предоставляет достаточно много энергии для непрерывного восхождения и овладения мировым уровнем бодхисаттвы. Земля питает величайшую надежду относительно того, что больше человеческих возлюбленных овладеет пламенем Божественного Союза в грядущих десятилетиях, приводящим к вхождению в Великое Центральное Солнце, ибо каждая такая пара приносит свое пламя в мировое пламя Земли, увеличивая огонь Божественного Союза, так необходимый для мирового вознесения. Предоставляемые материалы вознесения помогают доводить до сознания других людей уроки, изучаемые через все виды на Земле, чтобы засвидетельствовать таковые.